Добрый день, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист, ведущий этого YouTube-канала. И мы здесь анализируем значимые судебные процессы. Сегодняшняя тема – это разбор дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Это дело вызвало широкий общественный резонанс, и наша задача объективно оценить доказательства, представленные обвинением, и выявить их слабые места. По версии следствия, Зинченко, замаскированный панамкой и очками, закрывающими значительную часть лица, в течение 10 дней находился во дворе дома по улице Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, готовясь к преступлению. А 19 июля совершил убийство с использованием огнестрельного оружия. Защита Зинченко категорически отрицает его присутствие во дворе и причастность к преступлению, настаивая, что он не имеет отношения ни к месту происшествия, ни к объектам, лавке и 2 стульям. В этом выпуске сосредоточимся на 2 ключевых аспектах дела: результатах молекулярно-генетической и адерологической экспертиз объектов лавки и стульев, а также на процессуальных нарушениях при сборе улик, включая убедительные доказательства фальсификации видеозаписи, осмотра места происшествия. Мы объясним, почему эти доказательства не подтверждают вину Зинченко, и покажем, почему позиция защиты имеет вес. Выпуск рассчитан примерно на 20 с небольшим минут, чтобы подробно, но понятно объяснить сложные юридические вопросы для широкой аудитории. Присоединяйтесь к нам. Контекст дела. Обвинение утверждает, что Зинченко в течение 10 дней находился во дворе дома Фарион, используя лавку и стулья, а затем совершил убийство. Защита настаивает, что Зинченко не был во дворе, а улики, связывающие его с этими объектами, ненадежны и собраны с нарушениями. Разбор касается молекулярно-генетических и адерологических экспертиз, а также фактов, которые указывают на фальсификацию видеозаписи осмотра места происшествия. Центральный аргумент защиты заключается в том, что Вячеслав Зинченко не находился во дворе дома по улице Масарика, 3 и не контактировал с лавкой и стульями, которые фигурируют в деле. Обвинение, напротив, утверждает, что Зинченко в маскирующей одежде, панамке и очках в течение 10 дней использовал эти объекты, то есть лавку и стулья, готовясь к преступлению. Для проверки этих утверждений следствие провело 2 типа экспертиз: молекулярно-генетические, которые анализируют ДНК, чтобы установить, оставил ли человек биологические следы, такие как кожные клетки и пот,
одерологические, которые изучают запаховые следы для идентификации личности. Наша задача – проанализировать результаты этих экспертиз и показать, почему они не подтверждают присутствие Зинченко во дворе. Более того, мы раскроем серьезные процессуальные нарушения, включая доказательства фальсификации видеозаписи, которые подрывают доверие к уликам обвинения. Начнем с молекулярно-генетических экспертиз, признанных наиболее надежным методом в криминалистике. Молекулярно-генетическая экспертиза – это наиболее объективный и признанный метод идентификации личности. ДНК, содержащаяся в клетках кожи, поте или других биологических следах, позволяет с высокой точностью определить, был ли человек на месте происшествия или не был. Если Зинченко, как утверждает обвинение, в течение 10 дней находился во дворе, используя лавку и стулья, его ДНК должна была остаться на этих объектах. Рассмотрим результаты. Стул номер 1. Смыв с сиденья. Обнаружено небольшое количество клеток с ядрами, но количество ДНК оказалось недостаточным для идентификации личности. Смыв со спинки, выявлены клетки с ядрами, но генетические профили смешаны, и они принадлежат более чем 2 лицам и непригодны для идентификации. Итог. Никаких следов ДНК Зинченко на стуле номер 1. Стул номер 2. Смывы с сиденья и спинки. Обнаружены клетки с ядрами, но генетические профили также смешаны, содержат ДНК более чем 2 лиц и непригодны для идентификации. Итог. Следов ДНК Зинченко на стуле номер 2 нет. Лавка. 4 смыва. Номер 1 с левой стороны. Номер 2 из середины, ближе к левой стороне. Номер 3 с правой стороны. Номер 4 с середины, ближе к правой стороне. Они взяты 19 июля 2024 года. Эти смывы содержали одиночные клетки с ядрами. Однако количество ДНК оказалось недостаточным для установления генетических признаков. Итог. На лавке, где Зинченко якобы находился 10 дней, его ДНК не обнаружено. Эти результаты имеют решающее значение. Если человек провел 10 дней в одном месте, сидя на лавке или стуле, он неизбежно оставил бы биологические следы: пот, клетки кожи или другие материалы. Отсутствие ДНК Зинченко на всех исследованных объектах, то есть на лавке и 2 стульях, полностью поддерживает позицию защиты, что Зинченко не был во дворе и не сидел ни на лавке, ни на стульях. Обвинение не может объяснить,
почему нет биологических следов человека, который, по их версии, находился там так долго. Поскольку молекулярно-генетические экспертизы не подтверждают присутствие Зинченко, обвинение опирается на адерологическую экспертизу. Однако мы покажем, что этот метод ненадежен, а улики собраны с грубыми нарушениями. Обвинение опирается на адерологическую экспертизу, которая утверждает, что запах крови Зинченко совпадает с запаховыми следами номер 1, 2, 3 и 4 Славки с вероятностью 99,9996%. Это единственное доказательство, связывающее Зинченко с местом происшествия. Не считая, конечно, портретной экспертизы, но ее мы сейчас упоминать не будем. Мы работаем с двумя типами экспертиз и объектов. Это стулья и лавка, и адерологическая и генетическая экспертизы. И вот данный метод, то есть адерологическая экспертиза лавки и ее результаты вызывают серьезные сомнения. Почему? Адерология – это анализ запаховых следов, которые сравнивают с запахом человека, например, его крови. В отличие от ДНК-анализа, адерология не признана международным сообществом как надежный метод. Научные исследования указывают на ее субъективность. Результаты зависят от условий сбора образцов, их хранения и интерпретации эксперта. Без подтверждения другими методами, такими как ДНК-анализ, адерологические выводы имеют ограниченную доказательную силу. В данном деле отсутствие ДНК Зинченко на лавке подрывает доверие к адерологическим выводам. Если нет биологических следов, клеток кожи или пота, как можно утверждать, что запах принадлежит Зинченко? Это логическое противоречие. Лавка расположена во дворе. Во дворе множество людей. Запаховые следы могли быть загрязнены, принадлежать различным лицам, быть перенесены случайно или даже намеренно. Даже если запах Зинченко присутствовал бы, это никак не доказывает его причастность к преступлению. Кто-то мог случайно или намеренно произвести с образцами запахов и таким образом фальсифицировать экспертизу и ее результаты. Запаховые следы со стула номер 1. Это другой объект, это не лавка. Стул номер 1. Образцы запахов номер 5 и номер 6. Сиденья и спинки не совпали с запахом крови Зинченко. И это исключает присутствие Зинченко на этом стуле. Запаховые следы номер 2. Стула номер 2. Образцы номер 7 и 8. Сиденья и спинки признаны непригодными для идентификации. Не дают никаких доказательств. Таким образом, обвинение опирается исключительно на запахи Славки, но их достоверность сомнительна. Особенно
с учетом того, как они были собраны. Наиболее тревожный аспект этого дела – грубое нарушение при сборе запаховых следов, включая убедительные доказательства фальсификации видеозаписи осмотра места происшествия. Защита указывает на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные при осмотре места происшествия 19 июля 2024 года, когда собирались или должны были быть собраны запаховые следы для одерологической экспертизы. Эти нарушения, включая явные признаки фальсификации видеозаписи, подрывают юридическую силу улик и дают основания для их исключения из дела. Рассмотрим их подробно. По уголовно-процессуальному законодательству понятые должны непрерывно присутствовать при осмотре места происшествия, чтобы удостоверить его законность. В данном деле есть свидетельство, что понятые покидали место осмотра. Более того, на видеозаписи видно, что одежда понятых во время забора запахов отличается от той, что была на них в других частях осмотра. Это указывает либо на их отлучение для переодевания, либо на то, что часть осмотра, связанная с забором запахов, снималась в другой день. Оба сценария являются грубым нарушением, которое ставит под сомнение достоверность собранных улик. Протокол осмотра места происшествия содержит исправления, которые не были должным образом заверены подписями понятых или следователей. Согласно закону, любые изменения в протоколе должны быть зафиксированы и удостоверены, иначе документ теряет юридическую силу. Это дает защите основание ходатайствовать о признании протокола недопустимым полностью или в какой-то его части. Следствие утверждает, что запаховые следы с лавки и стульев были собраны 19 июля 2024 года, в день убийства. Однако защита предоставила доказательства, что забор проводился 20 июля, то есть на следующий день. Задержка критична. Лавка находится в общественном месте, подверженном воздействию людей, погодных условий и других факторов. За сутки запаховые следы могли быть загрязнены или деградировать, что делает результаты одерологической экспертизы ненадежными. Наиболее вопиющее нарушение – доказательства фальсификации видеозаписи и осмотра места происшествия. Защита выявила два ключевых факта. В видеозаписи участник процедуры забора запахов с лавки объявляет температуру воздуха 27 градусов. Однако метеорологические данные подтверждают, что 19 июля 2024 года во Львове температура составляла 21 градус. Это указывает, что запись снималась в другой день, вероятно, 20 июля, когда температура была выше и действительно составила 27 градусов. Как и было объявлено участникам. Одежда понятых на видеозаписи отличается от той, что была на них в других частях осмотра, что подтверждает съемку в другой день, представленную как съемку за 19 июля.
Эти несоответствия – явные признаки монтажа видеозаписи, фальсификации видеодоказательств. Они являются серьезными нарушениями, которые могут повлечь исключение всех связанных улик, включая запаховые следы. Защита имеет право ходатайствовать о проведении технической экспертизы видеозаписи для анализа метаданных и выявления следов редактирования. Эти нарушения и доказательства фальсификации в совокупности с ненадежностью адерологических выводов и отсутствием ДНК делают обвинение против Зинченко крайне уязвимым. Подведем итоги. Отсутствие ДНК. Молекулярно-генетические экспертизы не выявили следов Зинченко на лавке и стульях, несмотря на утверждение обвинения о его 10-дневном пребывании во дворе. Это подтверждает позицию защиты, что Зинченко не был на месте происшествия. Ненадежность одерологии. Совпадение запахов с лавки основано на спорном методе, не подкреплено ДНК и может быть объяснено случайными или умышленными внесениями запахов в образцы. Запаховые следы со стула номер 1 не совпали с Зинченко, а со стула номер 2 непригодны для анализа. Процессуальные нарушения и фальсификация. Отлучение понятых, смена их одежды, исправление в протоколе, задержка в сборе запахов и доказательства фальсификации видеозаписи. Температура 27 градусов вместо 21 градуса. Несоответствие одежды указывают на системные проблемы в следствии. Эти нарушения дают основания для исключения запаховых следов как недопустимых доказательств. Позиция защиты, что Зинченко не находился во дворе, подкреплена отсутствием его ДНК и ненадежностью одерологических выводов. Доказательства фальсификации видеозаписи усиливают аргументы защиты, ставя под сомнение законность улик. Как юрист я считаю, что обвинение против Зинченко строится на слабой доказательной базе, а защита имеет убедительные основания для оспаривания улик и их допустимости. Уважаемые зрители, дело Зинченко демонстрирует, насколько важно обеспечивать соблюдение закона в уголовных процессах. Отсутствие генетических следов, ненадежность одерологических выводов и, главное, доказательства фальсификации видеозаписи осмотра места происшествия поднимают серьезные вопросы о качестве следствия. Обвинение, основанное на таких уликах, не может считаться убедительным. Защита Зинченко имеет несколько путей для дальнейших действий. Ходатайствовать о признании протокола осмотра места происшествия и запаховых следов недопустимыми доказательствами из-за процессуальных нарушений. Требовать проведения технической экспертизы видеозаписи для подтверждения факта фальсификации. Настаивать на независимой, повторной проверке одерологических выводов, чтобы выявить их несоответствие. Как юрист я призываю общественность внимательно следить за этим делом,
Прозрачность и объективность в судебных процессах – это основа справедливости. Если вы хотите обсудить дело или задать вопросы о юридических аспектах, оставляйте комментарии под видео. Я продолжу следить за развитием событий и держать вас в курсе. Поделитесь этим видео, чтобы привлечь внимание к проблемам в деле Зинченко. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, чтобы поддержать объективное освещение этого дела. Донатьте, у кого есть возможность, реквизиты в закрепленном под видео комментарии. Я Валерий Табаков, и я убежден, что закон должен служить справедливости. До новых встреч!